Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такие ажурные ромбы. Вот так выглядит этот узор. Он идеально подойдет для большинства летних вещей, футболок, топов, кофточек. Отлично будет смотреться в кардигане и шале. Также эффектно в демисезонных изделиях. Его можно использовать как самостоятельный, то есть будут идти вот эти ромбы, вот видите, в шахматном порядке. Интересно. Можно сделать вот эти ромбы в сочетании просто с лицевой гладью. Это для более теплых, возможно, вещей. Также продлить их в ажурные дорожки очень интересно выглядит, или в какие-то геометрические узоры. Пряжа для этого узора подходит практически любая, от верхней планки средней до самой тоненькой. И чем тоньше пряжа, естественно, будет ажур получаться более кружевным. Спицы для вязания образца я брала те, которые рекомендует производитель, хотя для данного ажура можно использовать как потоньше спицы, нежели рекомендует производитель, так и достаточно толстые, потому что в рыхлом вязании этот ажур тоже смотрится потрясающе. Интересно он, кстати, будет тоже смотреться в пушистых пряжах. В мохере, в ангорке я пробовала вязать, очень интересно и изысканно он выглядит. Если вязать снизу вверх, вот таким образом он смотрится. При вязании от горловины, с моей точки зрения, он еще интереснее. В виде таких цветочков эти ромбы получаются. Но это мои личные ассоциации. Каждый видит то, что видит сам. Вот так это будет выглядеть. Вот такие букетики цветочков. Вот так выглядит изнаночная сторона этого рисунка. Раппорт данного узора составляет 18 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Формируется по лицевой стороне. Для провязывания одного раппорта узора я набрала 21 петлю. 18 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Кстати, по этой же схеме можно вязать по кругу, так как четные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку. Итак, первый ряд кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 3, 4, 2 изнаночные, 1, 2, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, чтобы они в вязании не были скрещенными. При вязании 2 вместе вправо должна смотреть передняя, первая дужка на меня, влево вторая дужка должна смотреть на меня. Вы смотрите по своему вязанию. Я закончила провязывать первый ряд одного раппорта узора. Заканчиваю ряд петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочной. Как я уже сказала, все четные ряды или круги провязываются по рисунку. Все накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной петлей, при круговом вязании, соответственно, лицевой. Поэтому четные ряды я буду пропускать. Третий ряд
кромочная, я ее просто переснимаю, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот вторая дужка смотрит на меня. Значит, я расположение петель не меняю. Далее идет 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петли и провязываю 1 лицевой. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое нужно для вашего изделия. Ряд заканчивается при поворотном вязании 1 изнаночной петлей симметрии и кромочной. 5-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых петель, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала 1 раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной и кромочной. В 7-м ряду мы начинаем формировать вот эти маленькие ромбики в большом ромбе и провязываем его следующим образом. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь также смотрите, чтобы не было скрещенных петель. Накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9-й ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид. Далее вот эти 3 петельки нужно провязать 1 лицевой. Для этого я 2 первые петли переношу на правую спицу. Левой спицей за работой поднимаю первую петельку, а перед работой вторую. Вот таким образом я меняю их местами. И затем провязываю все 3 петли 1 лицевой. Вот таким образом. Накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной и кромочной. 11-й ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вторая петелька у меня изнаночная, поэтому я ее переверну, чтобы вторая долька смотрела на меня и не было ненужных узелков в готовом изделии. И далее провязываю их 2 вместе лицевой. Изнаночная, накид, 11 лицевых петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид, 1 изнаночная. Вот здесь 2 вместе с наклоном вправо.
Изнаночная у меня расположена правильно, а вот лицевую я переворачиваю. Вы смотрите по своему вязанию и провязываю их 2 вместе. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В 13 ряду мы продолжаем формировать маленькие ромбики и провязываем его вот следующим образом. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю, если нужно, расположение петель и провязываю одной лицевой. Далее накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая и 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Изнаночная и кромочная заканчивают ряд. 15 ряд. В 15 ряду мы провязываем вот эти 3 петли вместе. И видите, на схеме здесь начинается раппорт с 3 вместе. Но в начале и в конце ряда при поворотном вязании мы провязываем не 3, а 2 петли вместе. Потому что нет соответствующего накида третьей убавочной петле. И провязываем следующим образом. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Обычно, когда 3 вместе, в начале ряда я делаю с наклоном влево, но так как здесь изнаночная петля, и чтобы не было вот этой перемычечки, мне видно в изделии около шва, я меняю направление убавки. Вот таким образом это будет выглядеть. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Делаю обычным способом. Перемещаю первую и вторую, меняю их местами и провязываю одной лицевой. Далее накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. И провязываю их вместе одной лицевой. Накид, 2 лицевые, изнаночная, накид. Далее вы вяжете 3 вместе. Там, когда провязывается 3 вместе, между ними идет изнаночная петелька. Как провязываются 3 вместе с центральной изнаночной, я покажу в конце раппорта узора. Там по центру будет это. Здесь же я заканчиваю ряд, поэтому провязываю не 3 вместе, а 2 вместе. И опять-таки я меняю наклон для того, чтобы скрыть изнаночную петлю. Вот ее перемычку, которая выглядит будет в изделии как узелок. Поэтому в конце ряда провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная. 17 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном
влево, 4 лицевые, 2 изнаночные и накид. Это я провязала один раппорт узора. Ряд заканчиваю одной лицевой, это петля симметрии и кромочная. Вот мы провязали вот уже эти маленькие ромбики. Теперь будем дальше продолжать закрывать ромб. Итак, 19 ряд, кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 1 лицевая. Это я закончила раппорт узора. Вы же продолжаете вязать с первой петли. Ряд заканчиваю одной лицевой петлей симметрии и кромочной. 21 ряд, кромочная, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые. Я закончила провязывать раппорт узора. Далее петля симметрии и кромочная. 23 ряд, кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Петля симметрии и кромочная. 25 ряд. Здесь также раппорт узора начинается с 3 петель вместе. Но в начале и в конце ряда мы будем провязывать не 3, а 2 петли вместе, так как к третьему убавлению нет пары прибавления петель. Поэтому я провязываю следующим образом. Кромочная. Здесь нет у меня изнаночной стороны петли, поэтому я буду провязывать традиционно в начале ряда с наклоном влево, а в конце ряда с наклоном вправо. Итак, кромочная, 2 вместе лицевой, вот я их провязала. Далее накид, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, накид. И здесь я буду провязывать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вы же вяжете 3 петли вместе со второй центральной петлей, как провязывали вот здесь, когда закрывали эти маленькие ромбики. И только в конце поворотного ряда провязываете 2 вместе, как это показываю я. 27 ряд, кромочная, 6 лицевых петель,
3, 4, 5, 6. Накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь также участвует изнаночная петля. И я смотрю ее расположение. При наклоне вправо на меня смотрит первая долька петли. И провязала 1 вместе. Далее 1 изнаночная. Здесь также я смотрю, наклон влево у меня. Вторая дужка должна смотреть на меня. Поменяла, как мне нужно, расположение петель и провязала 2 вместе 1 лицевой. Вот таким образом. Изнаночная, накид, 5 лицевых. Заканчиваю ряд петлей симметрии и кромочной. 29 ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 31 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. Вот таким образом я это провязываю. Далее идет накид, 2 лицевые, изнаночная, накид. И вот здесь мне нужно провязать 3 петли вместе. Но здесь у меня посерединке изнаночная петля. Здесь можно поступить по-разному. Можно поменять расположение петель в зависимости от того, хотите вы влево или вправо провязать 3 вместе. И провязать вот таким обычным способом все 3 петли вместе. Но мне понравился больше другой вариант с изнаночной петлей посередине. И вот тогда формируется вот такая дуга, капелька. Кому что это видно. Но здесь дело каждого. И на узоре это никак не скажется. Итак, я буду провязывать 3 вместе со второй центральной петлей. Для этого я одну петлю перенесла на правую спицу. В изнаночной расположение поменяла расположение дужек. И далее провязываю, как обычно я провязываю, 3 вместе лицевой с со второй центральной петлей. Вот таким образом. Вот что получается. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. Поменяла местами первую и вторую и провязываю их 1 лицевой. Вот так. Накид, 1 лицевая. Это я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд петлей симметрии и кромочной. Вот что у нас получилось. Надеюсь, рисунок вам понравился так же, как и мне, и вы свяжете много красивых изделий. Всем легких петелек. До встречи на канале!